Стук в дверь. Мой отец вырос в индейской резервации в Южной Дакоте. Это место с несколькими деревьями и еще меньшим количеством жителей. Развитие местной инфраструктуры уже давно застряло на месте. Люди жили здесь в кластерах почти одинаковых домов, которые были построены правительством. И единственное место, куда можно было сходить за покупками или в кино, находилось в 2 часах езды. Там было жарко летом, холодно зимой, и порой ветер дул, не переставая, по несколько дней. Даже сейчас там не просто выживать. Приходится просить о помощи друзей, помогать соседям и не забывать о своей семье. Его бабушка умерла, когда он был еще очень мал, но он рассказал мне, что у него осталось одно очень яркое воспоминание о ней. Была зима, и они были дома ранним вечером. Бабушка готовила на кухне, а он играл с колодой карт в гостиной. Он не мог точно вспомнить, как выглядела бабушка, но он запомнил запах еды, которую она приготовила тем вечером. И интересно, как работает наша память. Его родители, дедушка и 2 старшие сестры поехали в город, чтобы купить необходимые вещи перед началом первых бурь, так что в доме были только они двое. Она готовила, а он играл с картами, потеряв счет времени, пока за окном не стемнело. Раздался стук в дверь. Не громкий, как тогда, когда стучит полиция, и не дружественный, когда стучат соседи, чтобы попросить что-то. Просто медленный, тихий стук в дверь. Естественно, он подумал, что это вернулась их семья, поэтому бросился открывать. Прежде чем он успел добежать до двери, его хрупкая, пожилая бабушка схватила его за руку и оттащила в сторону, как тряпичную куклу. «Никогда не открывай дверь ночью», — сказала она, закрыв ему рукой рот, чтобы он не мог ничего сказать. Он чувствовал, как дрожала ее рука. Стук прекратился, но мой отец не мог отогнать ощущение, что за дверью был кто-то знакомый, ожидая, когда его впустят внутрь. Когда она наконец отпустила его, он спросил, почему она остановила его. «Иногда мертвые пытаются вернуться домой», — сказала она. В ее глазах появились слезы. Его семья не вернулась в ту ночь. Тогда еще не было мобильных телефонов, и они не могли позвонить и предупредить, что задерживаются. Когда они вернулись на следующий день, оказалось, что его дедушка умер вчера от сердечного приступа во время поездки. Мой отец ничего не рассказал им о ночном госте, который стучался в дверь. Ничего не рассказала и бабушка. Они притворились, что ничего не произошло. Бабушка так и не оправилась после смерти дедушки и последовала за ним всего через несколько месяцев. Моему отцу было тогда всего 6 лет. Уже намного позже как-то мой отец остался ночью один, когда был особенно сильный шторм. Была зима и выл ветер, и его семья была за много километров от него. Они уехали в город тем утром и не могли вернуться до окончания бури. Электричество отключилось, и единственным освещением осталась печка, которой пользовались для отопления. Буря бушевала несколько часов, но в конце концов ветер стал ослабевать, и окна перестали дрожать. Потом снова раздался стук. Тот же самый стук, который он услышал много лет назад, словно пальцы едва прикасались к двери. Отец не решился подойти к окну, чтобы посмотреть, кто стоял на улице. Но по какой-то причине он подошел к двери так, словно собирался открыть ее. И только когда он ощутил холод, исходящий из-под двери на его босые ноги, он остановился. Он спросил, кто там. «Это я», — раздался голос с другой стороны двери. «Впусти меня, мне холодно». Он узнал голос своей старшей сестры. Он положил руку на дверную ручку, когда слова бабушки прозвучали его в голове, и он ощутил, как ее рука сжимает его руку. «Никогда не открывай дверь ночью». В тот момент он мог задать много вопросов сестре. Например, спросить, где их родители, или почему он не услышал шум припарковавшейся машины, и как они вышли из нее. В конце концов, зачем ей вообще понадобилось стучать? В резервации они не запирали двери. Но он ни о чем таком не спросил. Вместо этого он сказал, чтобы она обошла дом, и он впустит ее с заднего хода. Прежде чем он успел сказать еще что-то, или даже подумать о чем-то, он услышал стук в заднюю дверь, словно она была там все это время. Мгновенно. Он не открыл дверь и провел остаток ночи, свернувшись на полу калачиком. Его семья пыталась вернуться домой пораньше, чем вечером. На заснеженной дороге они попали в аварию. Его старшая сестра погибла. Он никому не рассказывал, что случилось с ним ночью, но теперь он точно знал, что мертвые иногда пытаются вернуться домой. Отец не боялся того, что могло произойти в ту ночь.
Когда он рассказывал мне эту историю, он был опечален. Он всегда сожалел, что упустил возможность в последний раз увидеть сестру. В ту ночь он специально остался дома один и ждал, когда умерла моя мать. Нельзя забывать семью. Я знаю, что он услышал тот самый стук из своей молодости. Я также знаю, что он забыл о чем-то очень и очень важном. Страх в голосе его бабушки в тот холодный зимний вечер и то, с какой силой она оттащила его от двери. Никогда не открывай дверь ночью. Когда мы нашли его тело на следующий день, входная дверь была широко раскрыта. Никаких следов на улице так и не нашли.